Прошу прощения за беспокойство, но ваш номер безымянно был указан в объявлении и... Забавно. Благодарю. Забавно. Ваш голос. Где-то я его уже слышала. Ах, вы об этом. Не исключено. Моя работа подразумевает тесное общение с людьми. Выходит, вы либо психотерапевт, либо... Как бы это поделикатнее. Вы очень любезны, но я бы хотела обсудить... Да-да, объявление, разумеется. Если следовать чувству такта, я должна назвать свое имя, а следует спросить Ваше, будто оно меня действительно интересует. А вы умеете расположить к себе собеседника? Я намеренно вас испытываю. Чтобы убедиться в том, что вы не очередная манда, звонящая по этому номеру забавы ради. Я бы уже давно бросила трубку, но ваше объявление... Понимаете, с того момента, как мне впервые приснился этот человек, прошло больше года, и я не придавала этому никакого значения. До сегодняшнего дня. Одного не могу понять. Как человек, которого я никогда не встречала наяву, является мне во сне, а позже я наблюдаю его физиономию на вашем объявлении. Любопытно, не находите? Разум человека — счастье и одновременно его проклятие. Фразу обронила моя знакомая, прилетевшая из Чехии пару дней назад. Мы встретились в аэропорту и решили сесть на электричку, предвкушая более 40 минут увлекательных историй. Тогда-то она и поведала мне о своем видении. Признаться, мне стало не по себе от ее слов, ведь она в мельчайших подробностях описывала сон, виденный мной ранее. А что конкретно происходило в вашем сне? Меня преследовал инвалид и убивал костылем. Только не говорите, что вы видели аналогичный. Было что-то жуткое и неестественное в его движениях. Как в моем сне его лицо было скрыто чем-то наподобие лыжной маски. Как же ее... Балаклава? Постоянно забываю это слово. Этому есть разумное объяснение. Вы когда-нибудь смотрели «Подозрительные лица» 95-го года? Это имеет какое-то отношение к теме нашего разговора? На протяжении всего фильма Следователь допрашивает никчемного инвалида по делу о подрыве судна, повлекшего за собой 3 десятка жертв. И вот, сидя в кабинете ищейки, этот коллега, который на самом деле таковым не является, а лишь искусно имитирует свой недуг, с невозмутимым. тимом видом фабрикует безупречное алиби и выходит сухим из воды. А когда следователь понимает, что лапши на его ушах с лихвой хватило бы на весь участок, Того и след простыл. Именно. никого не напоминает. Да уж, так и не сподстать Холмсу или Пуаро. После того, как мы с подругой разминулись, Я приехала домой и первым делом составила объявление, чтобы установить личность этого человека. ведь это не могло быть простым совпадением. И ваш звонок это только подтверждает. Мне нечего сказать. Я пытаюсь собраться с мыслями, но... Бред какой-то. И мой долг в нем разобраться. Ну и задачку вы перед собой поставили. Не без вашей помощи, разумеется, не то чтобы я настаивала. Можете на меня рассчитывать. В таком случае вернемся к теме снов. Как регулярно к вам являлся этот человек? Ничего, кроме того сна, я не припоминаю. Да, это был единичный случай. А у вас? Имели место быть другие? После мы прогуливались по ночному городу, держась за руки, будто герои какого-нибудь сладкого романтического фильма. От такого сна я бы не отказалась.
И все же этот голос. Вы когда-нибудь испытывали дежавю? Знаю, вопрос риторический, иначе бы этот разговор не состоялся. Однако, как часто это с вами происходит, Ольга? Мы знакомы? Больше, чем хотелось бы. Ну, конечно, вы были одной из моих пациенток, которой я невзначай приболталась о сне. Поверить не могу, что я повелась на подобную чушь. Не было никакой подруги из Чехии, никаких сновидений. Браво. У меня со школьной скамьи так никто не разыгрывал. Вы правы. Никакой подруги в помине не было. Я выдумала эту историю, чтобы не вызывать у вас подозрений. Но вы были Настолько убедительны, что и сами начали верить в свои слова. Той роковой ночью под мостом вы совершили убийство, находясь в состоянии аффекта. На роль жертвы вы выбрали человека, который вряд ли бы смог дать вам достойный отпор. от тела избавились самым тривиальным способом, что не составило труда обнаружить его в ту же самую ночь. Как и найти свидетелей. В какой-то момент вы проникли симпатией к жертве, но в конечном итоге... Решили завершить начатое. Нет, скажешь ты, давно прошла любовь. Нет, нет, скажешь ты, ей не вернуться вновь. Но с лаской снова в глаза ты глядишь, меня, как прежде, ты нежно любишь. Нет, скажешь ты, давно прошла любовь. Нет, нет, скажешь ты, ей не вернуться вновь. Так что ж ко мне идешь ты каждый раз? Именно по этой причине в вашем сне он носит балаклаву. Вы не можете избавиться от чувства вины, и тут в игру вступает ваше сознание, заменяя реальные воспоминания ложными. А тот зимний сон, о котором я вам рассказывала, на самом деле является вашим сновидением, о котором вы же мне и поведали во время очередного сеанса. И на авансцену
Янус снова выходит в ваше сознание, придумывая романтическую историю как оправдание содеянному. Вам есть что сказать? Что ж, пора добавить вишенку на этот торт. Вы сидите в закусочной, на вас надета джинсовая куртка, а на стакане, из которого вы пьете горячий шоколад, Красуется ваше имя. Но вы даже не обратили на это внимания, верно? в такой же манере вы расписывались, когда получали лекарства. Обещаю, что в этот раз я организую за вами круглосуточный надзор. Плюшки и чай за счет заведения. Жду не дождусь нашей встречи. О-ля-ля.